В этом видео мы расскажем о нашем хайкинге по Ликийской тропе в конце мая на юго-западе Турции. Ликийская тропа – легендарный пеший маршрут протяженностью 540 километров. Мы прошли только 40 километров. Смотрите, как это было. Мы прошли уже километр. С вами Ксения и Сампа. Мы делимся полезной информацией и опытом путешествий на нашем канале Тур де Натур. Добро пожаловать! Всем привет! Мы сегодня летим в Турцию. У нас начинается приключение. Больше 30 километров по Ликийской тропе. Сегодня 21 мая, в Хельсинки уже просто, можно сказать, лето. В Турции будет плюс 30. Наш будет такой первый опыт похода в Турции. 3 дня мы будем находиться в походе. После мы встречаемся с родителями и будем жить в отеле. Собрали все вещи. И сейчас поедем в аэропорт. Смотрите дальше, что нас ждет. Поехали. Погнали. Ну что, пойдем, у нас там стоят. Hey. No problem. Чем мы занимаемся перед вылетом? Наш номер. Такой простой номер. Но в целом все есть. Идем завтракать. Что у нас на завтрак? Турецкий завтрак. Выглядит интересно. Хлеб. Принесли яйцо, гюзлёми, или как это называется, и турецкий чай. Мы сегодня переночевали в этом отеле. Называется Натураль Пансион. Приехали ночью. Сейчас позавтракали, собрались, и мы готовы отправиться вот туда. Мы, правда, думали, что нам нужно сегодня пройти всего 13 километров. Хозяин отеля сказал, что нам нужно будет сегодня преодолеть 19-22 километра. И обычно люди выходят на тропу в 8 утра. Уже 11:30. Я очень надеюсь, что мы успеем добраться до нашего следующего жилья. Вот. Но сегодня, к счастью, немножко облачно, не так жарко. И посмотрим, что нас ждет дальше. У нас не особо много с собой еды, у нас есть только снеки. Короче, сегодня задача на сегодня выжить. Сампа тоже готов. Аромат потрясающий. Готовят на дровах, видимо, чай и газлёми. Бабулечки. Очень уютно. А я переживала, что у нас мало еды, но, видимо, мы все-таки с голоду тут не умрем. Это тоже такая печка красивая. Ой. Чтобы попасть на Ликийскую тропу, надо купить билет. Каньон. Вот, мы сейчас пойдем купаться, а потом пойдем на тропу. Очень хорошо. Остаемся здесь. Купили такую штуку. Такая, не знаю, как называется, короче, емкость для воды. Она складывается в рюкзак, и от него идет такой провод, и можно пить в походе. Удобно? Удобно очень. Начало нашего маршрута. Рыба? Что там написано? Кампинг. Ну вот, вообще написано 10 километров, да. Мы прошли уже километр по нашей тропе. Всего 3 километра за сегодня. Очень жарко.
Нам повезло, что сегодня облачно. И в целом нормально. Ну что, посмотрим, какая у нас еда с собой. Короче, я покупал нам еду. У нас есть сушеная манго. Потом у нас есть орехи. Что еще? Печенье разные. И у нас еще самое вкусное сушеное мясо. Приятного аппетита. Здесь написано, что для 100 граммов использовали 250 граммов Мясо. мяса. Угу. Шел 5-й час уже нашего хайкинга. Мы пообедали. И где-то уже в конце нашего маршрута, как мы думаем, непонятно, если честно, сколько еще осталось. Потому что карта говорит одно, а точнее непонятно, неизвестно, сколько нам осталось. Что, пойдем искупаемся? Долгожданный знак. Мы уже почти на финишной прямой. Осталось несколько километров до нашего жилья. 200 метров до ближайшего кафе. Сам, как ты чувствуешь? Я устал. Хочу что-то быть, есть. Классно. Я тоже. Нет, куда. Оливковый. Мальчик тоже веселится. Да. Высота только 70 метров. Ах. Ах. Как хорошо. Да. Холодное пиво сам очень рекомендую. Этот день. После кафе мы отправились в место, которое мы забронировали заранее через WhatsApp, но нам, к сожалению, совсем не понравилось. Было грязно, неуютно, и мы приняли решение переночевать в другом месте. По дороге, пока мы шли в это место, мы видели кемпинг, в котором можно также остановиться на ночь. Позвонили туда хозяину, и он за нами приехал. Мы нашли новую дыру. Но здесь, по крайней мере, не пахнет. Ну, чисто. Такой какие-то монет. Мы поменяли планы чуть-чуть сегодня. И это было правильное решение. Ну, извините, сейчас я ем, и потом я вам расскажу.
самый тут главный котеночек такой. Самый главный котеночек. Ты самый главный тут котеночек. Да, чапа-чапа-чапа. Давай, иди. Ну что, новый день. Нам сегодня предстоит пройти 20 километров. Длиннее, но карта говорит, что мы сегодня будем идти вниз. Не будет особо больших подъемов, что очень радует, потому что сегодня очень жарко, прямое солнце. И нам бы тут как-нибудь вообще не умереть. Владелец нашего жилья вообще сказал, что сезон закончен, потому что уже началась жара, и как бы туристы нормально не ходят в поход по Ликийской тропе. В следующий раз сезон начнется только в сентябре. Вот, поэтому на сегодня задача не перегреться и дойти до места назначения. В целости и сохранности. Еще у нас закончилось... Не то чтобы закончилось, у нас очень мало с собой снеков. Поэтому мы сегодня попросили в нашем отеле нам дать с собой хлеба и помидоров. У нас есть хлеб, помидоры, сушеное мясо, орехи и еще сухофрукты. Так что так вот. Уже прошли 3 километра. Козы! Кидыш. Поели, поспали, доели почти все свои снеки оставшиеся. У нас из еды теперь есть только 2 печеньки и манго. И мы прошли сегодня, получается, 10 километров. Впереди еще столько же. Вот, через 5 километров вроде как должно быть какое-то кафе. И посмотрим, в общем, что мы будем делать дальше. Возможно, мы в какой-то момент возьмем такси до отеля уже. Вот. Такие вот у нас дела. Сегодня довольно легкий маршрут. Хоть и по километрам довольно много получается, но сама тропа, она очень легкая. То есть мы большую часть дороги идем именно по дороге, не по лесу. Мы идем вниз в основном. Поэтому продвигаемся намного быстрее, чем вчера. Вчера, например, для сравнения, мы прошли 4 километра за 3 часа. А сегодня мы прошли за час 5 километров. За час. Вчера просто были очень высокие подъемы, и поэтому так вот дольше времени занимал маршрут. Сегодня полегче. Мы сегодня ночуем в самом приличном жилье. Он как бы уже в городе находится и не совсем далеко от моря. Есть
шанс сегодня сейчас искупаться, поздороваться с морем. Потому что пока что я купалась только в речке. Но в речке тоже было классно. Прохладная водичка, и особенно во время похода просто сказка. Красота, здесь так хорошо. Аромат сосен. Город. Тут не упасть. Как ощущения? Ну, я просто только что вступил в цивилизацию. Снова. Осталось еще несколько километров. Ну, мы уже в современном мире. Ура! Кафе, 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 кафе. Посмотрим, что там такое. После ресторана нам оставалось еще 8 километров до нашего отеля. Мы думали сначала вызвать такси, но решили прогуляться и вызвать позже. В итоге не было ни такси, ни автобусов. И где-то, наверное, за 3 километра мы поймали автобус, но он нас провез всего на 1 километр. Дальше все равно пришлось идти пешком. Автобус! Апа! Нет! Недовольные. Мы уже переночевали в отеле после нашего хайкинга, и сейчас хотим подвести такие итоги, как это было для меня, как это было для Сампа, какие были сложности, что понравилось, что не понравилось. И сейчас это обсудим. Наш поход начался в среду утром, где-то в 11:30 мы вышли из нашего первого жилья на тропу. В первый день мы прошли 18 километров до нашей следующей точки. Это был первый день, и мы ночевали в горах. Во второй день мы уже, получается, преодолели где-то 25 километров с гор уже в город. То есть мы спустились из гор. И всего у нас вышло где-то 40-45 километров. Как ты себя чувствуешь сейчас? Я на самом деле себя очень хорошо чувствую. Конечно, я чувствую свои мышцы. Что-то я прошла больше 40 километров, и у меня болит, например, спина, вот эти вот места, там, где рюкзак, от рюкзака, вот, но в целом состояние классное, и я очень довольна, что я справилась с этим. Не зря мы тренировались. Как ты себя чувствуешь? Я согласен, у меня тоже мышцы болят, но это хорошо, не слишком много.
но я чувствую, что я что-то делал. Так что я очень хорошо чувствую в целом. Давай, расскажи мне, пожалуйста, что было медово в этом походе? Больше всего мне, наверное, понравились моменты отдыха. Да. Моменты, когда мы обедали, отдыхали, и периодически мы проходили реки, такие горные речки. И мне безумно понравилось вот в них купаться. Это были, наверное, самые лучшие моменты. Довольно напряженный момент, когда ты идешь, потом ты раздеваешься догола и идешь купаться в такую прохладную водичку. И после ловишь самые приятные ощущения продолжать путь. То есть ты такой перезарядившийся, отдохнувший, идешь дальше. Мне вот очень понравились эти моменты. Еще что-то хорошего? Ну да, наверное, вот эти вот моменты, когда ты чувствуешь, что ты один на природе. На самом деле было очень мало людей, кто тоже проходил маршрут. И вот это вот чувство единения с природой, и особенно когда мы уже вышли вот в эту долину, откуда открываются виды потрясающие, и это просто захватывает дух, и вот в этот момент ты прям полностью по-настоящему расслабляешься. И еще особенно, когда ты знаешь, что у тебя нету связи, у тебя нету доступа в интернет, и все, что ты можешь сделать, это просто вот быть здесь и сейчас, и отдыхаешь как бы всем вообще своим существом. Вот эти моменты для меня были, наверное, тоже очень самые такие классные. А у тебя? На первом месте для меня была местность, так что вид очень потрясающий. Там горы, каньон и тропа тоже очень живописная была. Еще что-то. Наверное, тишина. Мы могли слышать звук лягушек, например, птиц, и то есть звук животных. Хорошо. Ну, в целом, много всего хорошего. Да, нам еще порекомендовали приложение хорошее, называется Lucien Bay. Кстати, да. Можно скачать его, оно платное, стоит 10 евро. Угу. И там очень удобно, есть карта, которую можно отслеживать, где ты находишься, двигаешься ли ты по маршруту. Место для отдыха. То есть мы идем по тропе, и на этой карте отмечено, где можно отдохнуть, то есть какое-то конкретное место, где можно остановиться, или, например, где находится кафе, или где можно переночевать, тоже очень удобно, на самом деле. Люди обычно ходят по Ликийской тропе в походе, это вот весна, осень, зима. Даже зимой, не знаю, ходят ли? Наверное, ходят. Да, на самом деле Ликийская тропа, я бы сказал, очень развита. Ну что, идем дальше. Расскажи, пожалуйста, было что-то сложного? Для меня, наверное, сложные моменты были в самом начале, когда мы только начинали путь. У нас было понимание, сколько километров мы должны пройти, но когда мы уходили из нашего жилья, наш хозяин такой: ну, вам нужно... Вообще-то обычно люди выходят в 8 утра, а мы выходили, уже было 11:30. У нас было понимание, что нам сегодня нужно пройти 13 километров. Вот. Мы пришли на начало тропы, и там был знак 10 километров. И то есть ты такой идешь и не знаешь точно, что тебя ждет и сколько это километров. Это 10 или это 20 километров. Для меня, наверное, это было самое сложное на этом маршруте, что ты как бы идешь и не знаешь, что тебя ждет. Вот. И довольно сложный тоже был, на самом деле, первый день, потому что нам нужно было подниматься 800 метров. И то есть мы в первый день, первые 4 километра мы преодолевали за 3 часа. Я поняла, что очень много, конечно, страхов в голове. Для меня самый сложный момент было, когда мы дошли до первого гестхауса, и это оказалось просто ужасное место. На самом деле это было очень в плохом состоянии, грязно, пахнет очень, очень плохо. И даже свет не работает, туалет не работает, душ не работает, ничего не работает. Там просто кровать и какое-то грязное белье. Так что, да, я понял сразу, что мы здесь не будем ночевать. Место называлось Надир's House. Не рекомендуем. Да, sorry, Мы туда пришли, и мы такие: мы здесь не можем остаться. Приходишь, и там что-то вообще
в полуумирающем состоянии все находится. Вот, мы понимаем, что мы не можем здесь оставаться. К счастью, Сампа по дороге сфотографировал табличку с номером телефона кемпинга, который мы проходили мимо. И мы ему пишем: заберите нас отсюда, пожалуйста, заберите нас сейчас. Он такой: через 10 минут приеду. Нам просто реально очень повезло, что они оперативно смогли ответить и нас спасти из этого логова. Вот, он за нами приехал, забрал, привез к нас, в общем, в свой этот кемпинг. Мы ехали, мы не знали, что нас ждет, мы не знали, сколько это будет стоить, мы не знали, как это выглядит. Но все оказалось намного лучше, чем того места, к которому мы пришли изначально. Ну, ничего страшного. Хорошо, что мы меняли планы. Давай еще последние моменты добавим, что было сложно. Ну, для меня, может быть, вторая сложность была жара. В конце мая в Турции жарко для нас, для северных людей. И здесь днем градусов 27, наверное, и прямое солнце. И потом подниматься, это сложно. Мы справились, Да. и мы довольны. Сколько баллов из 10? Ну, я бы дала, наверное, 10 из 10. Мгм. Просто потому, что я люблю Турцию, Мгм. и мне очень понравилось. Да, Классный опыт. хорошо. А ты бы сколько дал? Я бы дал 8 из 10. Угу. Наверное, другая часть Ликийской тропы была бы еще Еще лучше. лучше. И другой сезон, то есть либо осенью, либо весной. Мы сейчас заканчиваем наш первый выпуск. Да, и первое приключение. Лето начинается сейчас, и нас ждет еще много приключений летом. Ну, вы будете видеть это в этом канале. Подписывайтесь, Да, лайкайте. пишите И комментарии. да, и меня зовут Сампа, Меня зовут Ксюша. и до новых Встреч. встреч. Пока.